Я редко делаю дисклеймеры, потому что считаю их какой-то устаревшей ерундой. Если вы здесь, то и вы, скорее всего, уже знаете, что сейчас будет. Если вы, в принципе, в интернете, то вы должны понимать, что тут можно найти. Поэтому, в общем, предупреждаю в этот раз. Страшно, кошмарно, возможно, противоречиво. Если едите бутербродик, отложите или бутербродик, или это видео, окей? Начинаем. Здрасте, с вами я, страшная Эти, ваша репетиторша по ужасу. Хэллоуин бывает иногда, поэтому я решила сделать вам страшный ролик заранее. Приготовьтесь трепетать в ужасе и блевать в монитор. Не забудьте после того, как отстираете штанишки, на меня подписаться и лайкнуть видео. В одной близкой к вам местности одна дама 50 лет медленно теряла зрение и слух. Но врачи, хоть и брали деньги, не проводили анализы и не назначали антибиотики широкого спектра, потому что думали, что она просто стареет. Но просто старение не устроило пациентку. Ведь ситуация обострялась критически. Вчера тебе 49, и ты ходишь на йогу и концерты Imagine Dragons. А сегодня 50, и ты что, резко слепнешь и глохнешь? Что-то явно было не так. Вспомните свое окружение. Если у вас родственники или друзья, которые не пойдут к врачу, потому что сочтут ухудшение здоровья старением или карой Божьей, может, они предпочитают прикладывать прелые листья, лунную воду с имбирем или греть все освещенным яйцом? Так или иначе, именно приложенные не к месту яйца стали причиной близкого к агонии состояния нашей дамы средних лет. Спустя десятки дорогих таблеток и тестов, включая БАДы, у одного из врачей, работавших с пациенткой, внезапно обнаружилось: «Братишка, ты уже подписался на мой пустой телеграм-канал? Я сделаю тебе песенку, если захочешь. И могу даже...» У одного из врачей, работавших с пациенткой, обнаружили, вы не поверите, совесть. И он назначил ей анализы, выявившие сифилис. Все это время в ее нижних женских частях бушевали странные язвы, не характерные ни для сифилиса, ни для обостренного герпеса. Врачи выписывали ей противовирусные препараты в надежде хоть как-то утихомирить предполагаемый герпес, но все было тщетно. Пока, наконец, один из докторов не связал стремительную потерю слуха, зрения, головные боли с кратерами вокруг ее седовласого лона. И даже не думайте сейчас испытывать отвращение. Мы все животные и все там будем. Оболочки несовершенны. О, скрипы в матрицу. Так или иначе, симптомы у этого сифилиса были нетипичные. Кроваво-красные выпученные глаза, язвы на интимных зонах и проблемы со слухом и зрением. Она поделилась контактом мужчины, с которым познакомилась в интернете и переспала больше полугода назад, и отправилась в отделение интенсивной терапии. А уже через неделю в то же отделение поступила 60-летняя дама с такими же точно симптомами. И, как вы, наверное, уже догадались, она спала с тем же мужчиной
но на этот раз всего 2 месяца назад. Было ясно, что в городе орудует черный ловелас. Доктора связались с черным ловеласом. Был ли он афроамериканцем или белым, не разглашают. Но несмотря на предупреждения и уговоры, он отказался обследоваться. Еще через 2 недели 45-летняя Милфа пополнила ряды зараженных. На этот раз, кроме красных глаз и прочих симптомов, у нее был натуральный вторичный сифилис. Хотя несколько непонятно, почему так быстро. Ведь с нашим черным ловеласом она встретилась всего неделю назад. Стало ясно, что это не просто мудила, который всех заражает сифилисом, а нулевой пациент нового штамма. И действительно, система противодействия биологическим угрозам отреагировала незамедлительно. Лабораторные анализы и ДНК-тесты выявили значительно мутировавший вид сифилиса, что случается крайне редко. С каждой неделей больницы принимали все больше жертв черного ловеласа. По городу можно было встретить толпы людей с кроваво-красными глазами, которые не хотели идти к врачу, потому что им было стыдно, или они не знали, что это не просто конъюнктивит, а опасная болезнь. Среди сельского населения, особенно мужчин, подскочила смертность. И отчеты коронеров показывали, что уже какое-то время мужчины из сельской местности, хоть и умирали от обострений других болезней, или же таинственного воспаления мозга, пали жертвой именно этого штамма и были заражены именно черным ловеласом, поскольку основным разносчиком и нулевым пациентом был именно он. Отчасти они буквально умерли от стыда, потому что идти к врачу им мешала вездесущая социальная стигма. Но все же основным виновником оставался неуловимый черный ловелас. И хотя у врачей были все его данные, а жертвы как среди женщин, так и среди мужчин 40-60 лет снова и снова указывали на одного и того же гражданина, юридически остановить его было никак нельзя. Врачи принялись расследовать его биографию и выяснили, что несколькими годами ранее он орудовал в другом городе, рядом с вашим домом. In Seattle. Он орудовал, заражая мужчин ВИЧ и тем самым мутировавшим сифилисом. Еще 7 мужчин и 1 женщину он заразил своим адским набором в еще одном городке по соседству. Кто-то выжил, хоть и остался калекой, но многие так и не доходили до врачей. И больше всего черному ловеласу нравилось заражать семейных матрон и женатик, чтобы мутировавший сифилис в сочетании с ВИЧ поразили не только их здоровье, но и... Наконец, в 23-м году злодей показался в одной из клиник. Ему стало слишком плохо, чтобы продолжать свою тираду биологического и социального зла. Получив дозы лекарства, нужной для снятия симптомов, он сбежал и бесследно исчез. Сколько же лет, по-вашему, черному ловеласу? Впервые у него диагностировали острую форму ВИЧ и сифилис, когда ему было еще 13 лет. Тогда же он решил стать нулевым пациентом нового штамма, нарочно чередуя лекарства так, чтобы прерывать курс антибиотиков и противовирусных препаратов,
и давать выжить только самым выносливым спирохетом и вирионом. К 14 годам он превратил свое тело в настоящую биолабораторию, настроенную на выведение нового штамма сифилиса и ВИЧ, и начал умышленно заражать людей, совращая их при каждом удобном случае. И вот в 23 года, разрушив более сотни жизней, он дошел до состояния, когда его тело не выдержало. Все чаще черный ловелас нуждался в терапии. И каждый раз, верно своему злому умыслу, он прерывал ее в самый неподходящий момент и сбегал. Отчасти ему приходилось скрываться, ведь о нем уже ползли слухи, и система, скрипя шестеренками бюрократии, пыталась настигнуть злодея. Наконец, в прошлом месяце он окончательно свалился. Тело превратилось в одну сплошную воспаленную язву. Волосы почти выпали, он ослеп на правый глаз. В желудочно-кишечном тракте не осталось живого места. Ни во рту, ни в попе. Ни в желудке, ни в кишечнике. Наконец-то он не мог убежать из больницы, потому что все, что могло отказать, отказало. Зубы выпадали, нос начал проваливаться. И когда врачи, расследователи, добровольцы и целый комитет, который на него охотился, наконец до него добрались, его удалось вылечить окончательно, а новый штамм ВИЧ у него вывести так и не получилось. Повзрослев, черный ловелас понял, каким он все-таки был дурачком, и пообещал больше никогда так не делать. Предохраняться, пить курс антибиотиков до конца и брать ответственность за свои поступки, даже когда очень-очень стыдно. А вот при этом уже было пить поздно. И делать прививку от гепатита Б, что бесплатно в любой поликлинике. И жил он долго и счастливо, хоть и с ВИЧ. По крайней мере, живет сейчас. И за ним, я так понимаю, следят, чтобы он снова не начал. А может и нет. По крайней мере, так было в ютубном видео, которое я вам пересказала. А теперь Марай. Осматривайте партнеров перед эльфийскими усладами. Свет, ваш друг. Пускай солнышко прольет свои лучи на тела любовниц и любовников, и вы увидите все их совершенство и несовершенство и примите их такими, какие они есть. Или скажете идти лечиться, обнаружив симптомы. Предохраняйтесь как можете, и в случае неподходящих, непроходящих симптомов идите к врачу в бесплатную поликлинику. Не стесняйтесь говорить, какие именно практиковали гнусности, заменяя мертвецов, собак и детей на что-то похожее, чтобы терапевт поняла, что у вас может быть, но не заблевала всех остальных, кто находится в кабинете, смотрит на вас осуждающим взглядом, тыкает пальцем и ржет, как обычно делают в наших поликлиниках. Гордитесь своими болезнями, ведь ваше дело — быть здоровыми и счастливыми. А если кого-то корежит в процессе вашего лечения, то это сладостный бонус, не правда ли? Возможно, они запомнят вас на всю жизнь и будут рассказывать интернетам, интернам и даже внукам. А это порой наше главное достижение и мечта каждой витуберши. Ах да, и второй вывод, который можно сделать. У женщин после менопаузы явно выключается инстинкт самосохранения. И очень сильно падает планка. Так что если вы не можете найти себе девушку, то сильно проще найти ее маму или бабушку. Но обязательно предохраняйтесь, потому что там, скорее всего, внутри
биореактор. Особенно после Турции. Вот и все. С вами была я, ваша Этель. Лайки, подписки, комментарии, мнения, телеграм, все дела. Всех люблю, целую.